В эфире «Взгляд». Здравствуйте. Демонстранты, участвующие в ралли под девизом «Захвати Уолл-стрит», недавно отметили месяц со дня начала массовых выступлений. А в обществе и прессе продолжает обсуждаться вопрос, кто же стал спонсором начала этого процесса. Если им стал Джордж Сорос или кто-то из его банковского окружения, то с какой целью? Не будет ли ироничным предположить, что так называемые 99% могли быть спонсированы миллиардером Джорджем Соросом, представителем тех, кто составляет 1%? Нет, как ни странно, не будет. По утверждению Норин Малоун, журналистки нью-йоркской газеты News and Futures, Сорос не единственный из 1%, кто симпатизирует захватчикам Уолл-стрит. В это число входят также Билл Клинтон и один из представителей семьи Баффет. Краткая справка. Уоррен Эдвард Баффет является директором компаний Coca-Cola и Buffett Farms, Lindsay Corporation, Conagra, Berkshire Hathaway Incorporated, а также является президентом собственного фонда всемирной помощи. Семья Баффет входит в число богатейших семей мира. Ее состояние составляет приблизительно 47 миллиардов долларов. И Сорос, и протестующие отрицают какую-либо взаимосвязь. Однако Рейтер нашло косвенную финансовую связь между Соросом и адбастерами, антикапиталистической группой в Канаде, начавшей изобретательную маркетинговую кампанию, направленную на разжигание арабского весеннего движения против Уолл-стрит. Но стоит ли полагаться только на мнение агентства Рейтер? Особенно, когда сталкиваешься с такими интервью. Хочу начать с личной истории о том, как я познакомилась с мистером Соросом. Это произошло в 1991 в Украинской Советской Социалистической Республике. Это запоминающаяся встреча, потому что мистер Сорос был первым неукраинцем, которого я встретила. Он верил, что Украина станет независимой, а Советский Союз развалится. Я с недоверием отношусь к источникам, чьи журналисты выполняют грязные миссии по развалу других стран, называя это демократическими процессами. Однако Рейтер не единственное информационное агентство, которое настаивает на спонсорстве Сороса в первых демонстрациях против банкиров Уолл-стрит. Публикации вышли в нескольких ключевых газетах Америки, а в частности Раш Лимбо утверждает то же самое с такой уверенностью, как будто бы у него есть прямые доказательства. Как бы там ни было, а дыма без огня не бывает. От этого и будем отталкиваться. Однако, прежде чем перейти к выводам, давайте сопоставим некоторые факты. Начиная с 2005 года по Америке идут тревожные разговоры о строительстве тюремных построек, похожих на концентрационные лагеря. Мы больше не понимаем, что такое свобода. Мы страна, которая катится к социализму, тоталитаризму, вне всяких пределов нашего представления. Я хочу разоблачить лагеря Фема. Я устал слышать о них. Я хочу разоблачить их. Уже много дней я работаю над этим вопросом и ничего не могу узнать. Эти лагеря подчиняются правительству. Если вы доверяете своему правительству, то ладно. Но если вы подозреваете, что правительство толкает страну на тоталитарный путь, то берегитесь и, как говорят, пристегните ремни. Один из таких лагерей Государственной спасательной службы ФЕМА, Federal Emergency Management Agency, отснят неподалеку от Бич-Гров, штат Индиана. Плотность населения в этой местности очень мала. Преступности практически нет. Лагерь пустует. Кроме полицейской машины с одним-двумя охранниками, в нем никого нет. К лагерю ведет железнодорожный подъезд. Маркировка на транспортных средствах говорит о том, что лагерь принадлежит федеральным службам и военным. Окруженная тройным кольцом колючей проволоки возле корпусов находится красная зона. Американская компьютерная программа, которую в народе называют «красный флаг», используется для постановки на учет неблагонадежных американцев. Эта программа широко используется, в частности, в аэропортах. Любому диссиденту, а выражаясь государственным языком, потенциальному террористу, авиалинии могут отказать в полете. Сегодня таких отказников к полетам в США около 2 миллионов. Уж не для таких неисправимых граждан приготовлена красная зона. Но посмотрим дальше.
дополнительные ворота, ведущие во внутренний дворик, и новая газовая линия с мощной установкой. Пока группа проводила съемку, в небе появился черный вертолет. Смотрите, газовые трубы проходят вдоль всего здания и заканчиваются у мощных газовых печей. Для чего? Или для кого? А вот еще один из многих сюжетов, отснятых в штате Вирджиния. Съемочная группа журналиста Алекса Джонса обнаруживает склад с пластиковыми гробами. Я спросил, кто владелец этих гробов. Он сказал, что они принадлежат правительству из Вашингтона, CDC, и правительство арендует его землю для их складирования. Еще он сказал, что его брату, который работает на CDC в Атланте, правительство предложило продлить лизинг на 3 года и начать строить временные морги по всей стране. В общей сложности на частных территориях хранится 500 тысяч таких гробов. Это действительно недорогой гроб, но он слишком большой для одного человека. В него свободно поместилась бы вся съемочная группа. По утверждению Алекса Джонса, таких сюжетов с показом лагерей и гробов в различных штатах выставлено на YouTube более 600. Сотни американских журналистов проводили исследования. Этот вопрос был даже поставлен на повестку политиком Роном Полом. Передача «Взгляд» не утверждает, что эти лагеря могут стать новыми концентрационными лагерями для недовольного банковской системой или кризисом населения Соединенных Штатов. Мы только передаем видеоматериалы и опасения рядовых американцев. Возможно, лагеря ФЕМА действительно построены для спасения населения. Однако мы задаем себе только пару вопросов. Если для спасения людей, то от чего? Или от кого? Почему они построены для контролируемого содержания людей внутри? То есть зачем нужна колючая проволока? А также зачем сотрудники ФЕМА прошли переподготовку по программе полицейских внутренней службы и получили статус офицеров мира, то есть полицейских, имеющих право носить оружие и арестовывать? Опять-таки, арестовывать кого? Спасаемых? С уверенностью могу сказать следующее. Пока демонстранты маршируют по всей стране, за ними ведется тщательное видеонаблюдение и беспрерывная запись происходящего. Камеры в США есть везде. На зданиях, на перекрестках, внутри зданий, вдоль шоссе и даже на бензоколонках и в частных лавках. Видеозапись ведут и сами полицейские, а также другие службы, следящие за событиями. Come all you good workers, good news to you I'll tell of how the good old union has come in here to dwell. Which side are you on, boys? Which side are you on? Which side are you on, boys? Which side are you on? 19 тысяч государственных баз данных применяют программы голосового, физического и прочего идентифицирования. А умные программы Агентства национальной безопасности, ФБР и ЦРУ уже ведут собственные расследования активистов, рядом с именами которых, возможно, будет поставлен тот самый красный флаг. Так почему бы не предположить, что именно представители 1% и спровоцировали движение «Захвати Уолл-стрит», чтобы оценить и проверить, с какой силой им придется иметь дело в случае необходимости. До какой степени разозлена общественность и до каких размеров может вырасти такое движение. Америка любит держать все под контролем и всегда заранее просчитывает варианты. Ведь кукловодам мира сего есть что защищать. Им только нужно знать, сколько стоит 100% защита. Так или иначе, нельзя исключать возможность, что провоцирование движения «Захвати Уолл-стрит» – это первая тренировка. Хотя
Вполне может быть, что и генеральная репетиция перед началом хаоса. Из предыдущих передач на подобные темы вы уже знаете, что для развязывания военного конфликта Америка неоднократно применяла тактику искусственного создания врага. Возьмите самую добрую и миролюбивую собаку и начните тыкать палкой ей в мордочку, и она начнет лаять и злиться. Так Америка создала и террористов в арабском мире, и противоборствующие силы в Ираке. Надеемся, что наши предположения и версии не оправдаются, и дело не дойдет до гражданской войны или хаоса в США, по крайней мере, в ближайшем будущем. Ведь любое искреннее движение, начинающееся в США, быстро берется под крыло политических партий и спонсоров. Вспомните чайное собрание, взявшее начало в Новом Орлеане и волной прокатившееся по стране. Республиканцы быстро взяли это движение под свое руководство, щедро вознаградив инициаторов. И вскоре чайные собрания превратились в политическое посмешище. На этот раз уже демократы, такие как Нэнси Пелоси, проявляют слишком уж много симпатии и внимания к движению «Захвати Уолл-стрит». Однако не будем останавливаться на их рассуждениях и дискуссиях по этому вопросу. Давайте посмотрим, как на попытку Пелоси реагирует радикальный журналист Глен Бек. Цитирую. «Нэнси Пелоси, ты действительно думаешь, что эти люди твои друзья? Ты что, такая дура?» Да, по всей вероятности, ты дура, не стоило и спрашивать. А твое окружение, Нэнси Пелоси, тоже дураки. Вы все действительно думаете, что сможете контролировать этих людей? Конец цитаты. Пока Глен Бек выдает желаемое за действительное, пытаясь осмотреть революционный пыл в мирно идущих американских демонстрантах, этот пыл весьма остро проявился в Европе. Возьмем Рим для примера. То, что началось как мирная демонстрация против экономического неравенства, переросло в массовые беспорядки на улицах Рима. В субботу утром демонстранты собрались в тени Колизея. Воодушевленные движением в Испании и Америке, они начали демонстрацию мирно, но в процессе проявились их чувства и отношение к реальности. Десятки тысяч людей вышли на улицы столицы. В результате город был закрыт войсками. 1500 полицейских вышли на улицы для наведения порядка. Демонстранты били витрины магазинов, подожгли несколько десятков автомобилей, включая один полицейский автобус. Демонстрация разгонялась дымовыми шашками. Многие молодые люди прикрывали свои лица масками и шарфами, чтобы избежать дальнейшего опознания. В столкновениях были ранены 3 человека. Никто из полицейских не пострадал. А пока суд до дела, и мировая общественность искренне возмущается мировым банковским беспределом, полиция и солдаты Национальной гвардии США практически отрабатывают и совершенствуют тактику борьбы с протестующими массами в различных населенных пунктах страны. Возможно, это тоже часть плана однопроцентного меньшинства. Хотя это так, небольшая техническая деталь. Важно другое. Любое общественное движение, будь то мирная демонстрация, а лучше вооруженное восстание или гражданская война, все это на руку крупному капиталу. Чем больше хаос, тем больше денег оседает в карманах его создателей, то есть мировых кукловодов. Давайте подведем итог. Сегодня 82 страны выражают недовольство мировой экономической системой. Насколько мы, украинцы, прибалтийцы, россияне и многие другие, далеко от такого плана событий? Наверное, настолько далеко, насколько мы отстаем в экономическом и социальном развитии от западноевропейских стран. Мы понимаем, что в дополнение к нашим существующим проблемам такой процесс, как борьба против мирового банка в частности и капитализма в целом, не пойдет нам на пользу. Однако мы должны понять,
что процесс организованного мировой элитой глобального обнищания так или иначе не обойдет стороной ни одну страну третьего мира. Особенно это касается тех стран, чьи экономисты и политики недальновидно и узконаправленно видят только один проторенный путь – вливание в их страну иностранного капитала. А мы – одна из таких стран. Рано или поздно процесс коснется и нас тоже. Будьте со взглядом. До встречи в эфире.